Всем привет! Вы на канале Xtoki. Сегодня я покажу, как легко и просто плавить сталь при помощи индукционной печи. Поехали! Немного о цифрах. Данная индукционная печь мощностью в 30 кВт питается от сети 380 вольт и использует систему охлаждения объемом 350 литров. Ее плавильный узел вмещается 12 кг стали. Вкратце рассмотрим, из чего оно состоит. В состав комплекса входит стойка генератора, довольно-таки удобный форм-фактор. Она снабжена колесиками для удобной транспортировки по цеху. Подключена к плавильному узлу, который снабжен редуктором наклона. Передаточное число подобрано таким образом, что в несколько оборотов вы выгружаете расплав. Данной печкой управлять легко и просто. Для того, чтобы ее запустить, достаточно нажать кнопку «Включить питание», повернуть регулятор мощности на минимум, если у вас тигель холодный, нажать кнопку «Старт». Рядом расположена кнопка «Стоп». На дисплей выводятся такие параметры, как частота, ток, напряжение, мощность. Нажимаете, отображаются в моменте. Печка защищена 8 системами защиты. На каждую защиту свой индикатор, такие как закончилась вода, перегрев, перегрузка, пропала фаза, закоротили что-то. То есть она защищена практически от всего. Начинаем загрузку тигеля. Загружать мы в нее будем сталь. Это сталь обыкновенная, конструкционная, ST3SP, что означает спокойная. Не в смысле, что есть нервные стали, а в смысле, что раскисленная, спокойная. Спокойного раскисления, так сказать. То есть это обыкновенные обрезки стальной трубы. Длинный, потом подкинем. Загрузим сначала лучше полосой, так как плотность укладки будет выше. Плавильный узел у нас загружен сталью. Запускаем печь. Для этого нажимаем кнопку питания, 25% мощность выставили, и кнопку старт. Все, пошел разогрев. Печь низкочастотная, потому работает в слышимом диапазоне. Это порядка 6-7 кГц. Сейчас мы померяем на токопроводе ее. 7,33. Температуру будем замерять оптическим пирометром. Растет быстро. Также температуру расплава мы будем мерить промышленным пирометром. Он работает от температуры 600 до 2000 градусов. Это дополнительная опция. Устанавливается непосредственно на печь и может управлять по температуре. Пока разогревается загруженный металл и формочка, мы открыли стойку генератора для того, чтобы можно было воочию посмотреть внутреннее ее устройство. Здесь мы видим первая полка, это основные платы управления. Все расположены на стоечках, все закреплено, все проводочки подвязаны, ничего нигде не болтается, все максимально качественно. Установлены силовые модули, вот они белые стоят, Infineon, довольно-таки известные модули. Применяются только в лучшей аппаратуре. Внизу стоит силовой блок конденсатора с водяным охлаждением. Для контроля качества работы системы мы используем тепловизионные камеры. Благодаря данной камере мы можем быстро отстроить режимы охлаждения и работы нашего оборудования. Также такой контроль качества позволяет исключить возможные проблемы у клиента. А тем временем плавильный узел достиг заданной температуры, и можно в него еще подбросить немножко профилей. Делать это следует аккуратно, так как будет брызгаться. Так происходит, потому что мы протыкаем шлак на поверхности металла, и металл жидкий, контактируя с кислородом, вызывает такой пирофорный эффект.
Можно увидеть, как перемешивается металл. Вот циркуляция металла от центра к краям происходит. Металл достаточно хорошо уже перемешался. Форма, куда будем сливать, разогрелась. Можем начинать заливку. Плавка стали прошла успешно. Оставим пока ее остывать. Небольшой анонс. В следующем видео мы будем плавить титан на новейшей модели вакуумной печи. Многие, кто работал с титаном, согласятся, что это довольно-таки капризный металл, особенно для плавки. Но об этом позже. Пока!